хуй пойми, блядь, что с этим ютубом, что с этим, я не знаю, либо это YouTube, либо декодер. В общем, как понять, что это последний SMT? Это понимается через слом структуры. Если после SMT у вас формируется слом структуры на младшем таймфрейме, значит то, что это подтверждение. Вот тут, допустим, вот здесь сформировали SMT-дивергенцию, вот тут, вот здесь был слом, вот тут мы, так, имбаланс у нас, и вот цена делает смещение, возвращается, тестирует, и тут у вас отличный вход, идеальный вход здесь, вот тут, вот тесты имбаланса. Окей, осталось чуть-чуть. Последний. Итак, вот сделка пятницы. Мы достигли 4-часового ордер блока. Здесь в пятницу забрали лоу предыдущей недели, и цена отсюда получилась. Вот у нас здесь 4-часовой ордер блок, вот он. И цена тестирует этот ордер блок, получаем реакцию здесь. Плюс у нас формируется SMT-дивергенция с S&P 500. S&P 500 делает fail. Вот у нас тут формируется SMT. Вот так. Вот у нас тут формируется SMT. Вот так. Так, на М1. И тут вот в Нью-Йорке мы делаем слом структуры. Это была манипуляция. Здесь аккумуляция была. Вот здесь был у нас Market Structure Shift. Вот он. Я уже сразу отсюда открыл позицию. Плюс у нас здесь была аккумуляция. Это была манипуляцией. И дальше будет дистрибуция. Плюс мы к этому моменту здесь сформировали опять MXM модель. По MXM модели, вот она оригинальная консолидация. По MXM модели, вот она оригинальная консолидация. Я вам лучше покажу сразу здесь. Вот. Вот оригинальная консолидация. Здесь первая фаза аккумуляции. При выходе от оригинальной консолидации цена оттестирует. Вот оригинальная консолидация. Здесь первая фаза аккумуляции. При выходе от оригинальной консолидации цена тестирует повторно диапазон оригинальной консолидации. Это один из признаков LXM моделей. И создается кривая продаж. Мы достигаем ключевого уровня в виде
4-часового ордерблока, плюс забираем недельную ликвидность, sell side, недельный, то есть previous week low, low предыдущей недели забираем и формируем SMT с S&P 500. Все это подтверждает, что тренд с шорта переходит на лонговый тренд. И тут я открываю позицию, вот здесь. Здесь добавляю опять от теста ордер блока. И таргет, так, сейчас, вот первый таргет был этот high, второй таргет у меня был 25-177. Сейчас сразу туда сделаем 25-177. Вот этот диапазон. Почему? Потому что здесь у нас был имбаланс 15-минутный. Так, 4-часовой здесь вообще-то был, да. Вот. Здесь плюс 4-часовой имбаланс, вот он. Так. Вот. И цена сразу забирает таргет. И таким образом завершил для неделю. И внутри этой недели, как мы видели с вами, решающую роль играли rejection блоки. Да? Так. Сейчас сделаем вот так. Итак, это был первый вот этот rejection блок. Второй этот rejection блок. Цена сначала пришла, сделала тест этого rejection блока плюс премиум. Мы протестировали премиум. Затем цена упала к этому rejection, обновили этот лоу, забрали ликвидность и снова вернулись внутрь диапазона. То есть цена буквально внутри этой недели работала между этими двумя rejection блоками. И теперь bias по отношению к следующей неделе. Так. Смотрите, мы в sell side сформировали SMT, да, закрылись внутри предыдущей свечи этой, здесь тоже в недельном таймфрейме. На дневном. Так. На дневном то же самое, смотрите. Дневная свеча закрывается внутри четверга,